Вот у нас такой смешной подвой уссурийской груши. Мы срезаем часть. Ну, вот здесь вот до древесины доходим. Вот у нас получается вот так. И дальше ножичком язычок делаем. Так европейские ребята делают прививки. Это похоже на улучшенную куполировку. Вот у нас язычок такой. Очень похоже на улучшенную куполировку. Но когда толщина подвоя, вот видите, это толстый, а здесь у нас привой тоненький. Вот это как раз идеальный вариант. Мы делаем, я вот делаю секатором, но вы можете удобным образом сделать, как вы обычно. Делаем также язычок небольшой, отрезаем 2 почки, вот, и совмещаем, вот, собственно, вот сюда вот мы вставляем вот так вот. Вот у нас получается уже сразу держится. Это у нас улучшенная куполировка, что-то среднее между вращепой и улучшенной куполировкой. Но работает хорошо, оно очень хорошо срастается. Дальше заматываем крепко прививочной лентой. Опять же, где-то хотя бы в одном месте совмещаем. И берем тоненькую пленочку, через которую прорастают почечки. Это для того, чтобы почки не прорастали раньше времени. Вот у нас готов саженец. Это видно. Такая корневая система. И вот так вот выглядит сама прививка. Вот она. Первые листики идут. Ну, нам прям все не видно, не нужно. Вот это видная груша. Все нам не нужно. Вот это вот уже привой. Мы нижнюю убираем, потому что нам нужен только самый сильный побег. Здесь у нас вот срастание прошло вот так вот. И посмотрите, вот почечка пошла в рост. И вот уже небольшой саженец есть.